Насладившись Цюрихом, познакомившись с его дневной культурной и ночной жизнью, которая, кстати, оставляет очень приятные впечатления, я отправился дальше, в Альпы, в сторону Лихтенштейна. Чтобы добраться до нашего места, нам нужно пересесть с поезда на автобус в местечке Сарганс. Автобус стоит прямо на железнодорожной станции. Нас интересует пункт назначения Вадуц. Проезд до Вадуца стоит 8 франков. Пересекли границу, которой нет, и едем уже на территории Лихтенштейна. Приветствую вас, друзья, из Лихтенштейна, карликовое государство в центре Европы, общей площадью 160 километров и с населением 38 тысяч. Но в этом государстве самый высокий ВВП на душу населения, около 114 тысяч долларов в год. Государство размером с Козельск или Подольск, или любой другой российский город, но здесь живут богатейшие люди. Здесь роскошь и богатство считаются нормой жизни. С другой стороны, здесь люди не стремятся показать свой достаток и передвигаются в основном на автобусе или на велосипеде. В этой стране нет внешнего долга, надежные банки, низкие налоги. Именно поэтому многие иностранцы стремятся открыть здесь счета и хранить все, что нажито непосильным трудом. Также здесь очень хороший климат для бизнеса, поскольку низкие налоги. Многие компании стремятся открыть дочерние компании именно здесь, чтобы, естественно, выводить средства. Но, чтобы открыть компанию в Лихтенштейне, один из соучредителей и директор должен быть гражданин этого государства. Именно поэтому у каждого лихтенштейнца есть одна-две иностранных фирмы. Эта маленькая страна не уступает крупным государствам по богатству и развитию. Официальным языком Лихтенштейна является немецкий, а вот национальной валюты у них нет. Здесь в ходу швейцарский франк. Главой государства является князь, а название государства происходит от фамилии правящей династии Лихтенштейнов. Супружеские пары в Лихтенштейне платят единые налоги, как одно лицо, что делает налоговую систему страны уникальной. А у фермеров Лихтенштейна особая традиция. Они публикуют некрологи в честь павших коров, отдавая этим дань уважения своим кормилицам. VP Bank. Теперь вы знаете, куда выводить свои миллионы, если, конечно, они у вас есть. В обеих мировых войнах Лихтенштейн сохранял нейтралитет. Когда выяснилось, что флаг Лихтенштейна полностью совпадает с флагом Гаити, на флаг европейского государства решено было добавить княжескую корону. Единственный общественный транспорт в Лихтенштейне – автобусы, а самый популярный частный транспорт – велосипед. Мелодия гимна Лихтенштейна совпадает с мелодией гимна Великобритании, но тексты в них разные. Уровень преступности в Лихтенштейне близок к нулю. Многие тут не запирают двери на ночь или когда уходят из дома. Сотрудников полиции в Лихтенштейне меньше 100 человек, а заключенных не больше 10. Еду им привозят из ресторана. Это выходит дешевле, чем нанимать на работу своего повара. Большие доходы Лихтенштейн получает благодаря своим почтовым маркам. Их выпускают нечасто, но огромное значение придает дизайну, что делает эти марки настоящей ценностью для филателистов со всего мира. Поскольку в Швейцарии у меня не получилось ничего купить, я решил купить себе футболку в Лихтенштейне. Вот, заглянул
в местный магазин. Здесь в основном продаются изделия, которые сделаны руками местных жителей. Шорты настоящей кожи. Вот эти шорты стоят 600 евро. Надеюсь, они стоят того. Ну, такая футболочка тоже сделана здесь. На ней изображен герб и флаг Лихтенштейна. Стоит на порядка 100 евро. Платье в основном стоит 300-400 евро. Но вот это прям стоит 100 евро. Пришло время подкрепиться. Я зашел в ресторан, который находится у дороги. Заказал покушать, кофе. Вот сейчас попробуем, как здесь готовят. Готовят здесь, конечно, замечательно. Очень вкусно. Ну, хотя, может, потому что я не ел со вчерашнего дня. Обед обошелся мне 30 евро. Я думаю, цена нормальная для Лихтенштейна. Я решил прокатиться до Мальбуна. Это коммуна, которая находится в горах. Так сказать, посмотрим горы изнутри. Мальбун. Горная деревушка. В 30 минутах езды на автобусе от Вадуца. Я так понимаю, что люди приезжают сюда в основном зимой, чтобы кататься на лыжах. В самом поселке делать особо нечего, так что я решил подняться на гору на подъемнике. Подъем и спуск обошелся мне в 16 франков. Камеры хранения здесь нет, поэтому поднимаюсь со всем своим багажом, даже костюм со мной. Сияет солнце. Свежий горный воздух. Чем не рай на земле? Внизу растет очень много хвойных деревьев, а также различных трав. Аромат от них поднимается вверх, и воздух нельзя ни с чем сравнить. Это просто бесподобно. Вот мы на вершине Альп. Вид здесь просто прекрасный. А воздух ни с чем не сравнится. Что, друзья, за Альпы. Да, здесь действительно очень круто. Не стал долго засиживаться, а то уже день подходит к концу, а мне еще в Австрию ехать. Так что надо уже возвращаться. Ладно. Успел отходящий автобус. Я ему начал кричать еще с подъемника, чтобы не уезжал. Хорошо здесь люди понимающие. Водитель остановился, подождал. Что я могу сказать о Лихтенштейне, друзья? Для меня это очень важный пример для других стран. Посудите сами. Государство размером с поселок городского типа смогло выйти на первое место в мире по доходам на душу населения. Друзья, покажите мне тогда такую страну, которая не может этого сделать.
Напишите в комментариях, посмеемся вместе. А в общем, это место, куда приятно приезжать, где приятно находиться, где приятно провести время с семьей или самому. Здесь можно погулять по городу, отдохнуть, подняться в горы, подышать свежим горным воздухом, полюбоваться природой. В общем, здесь круто. И жители Лихтенштейна молодцы. Вот так, 5. В столице возвышается величественная ратуша в средневековом стиле. Это красивое здание с двухскатной крышей и башней, украшенной гербом городской коммуны. Внутри ратуши хранятся портреты членов княжеской семьи, начиная с 1712 года и до наших дней. Рядом с ратушей находится площадь, которая была восстановлена в 2006 году. Кафедральный собор Святого Флорина в Вадуце был построен в 1873 году по проекту архитектора Фридриха фон Шмидта, известного своими неоготическими церквями во всей Европе. Церковь была посвящена святому Флорину Ремюсскому, подвижнику IX века, который совершил чудо, превратив воду в вино, подобно Христу в Кане Галилейской. Собор служил приходской церковью более 100 лет, пока в 1997 году Папа Римский Иоанн Павел II не учредил архиепархию Вадуца. С тех пор собор стал кафедральным и служит архиепископу Лихтенштейна. Немного отдохнем в храме и двигаемся дальше. Франц Иосиф II стал суверенным принцем Лихтенштейна в 1938 году и управлял страной вплоть до своей смерти. Его правление продолжалось 51 год, и на момент его ухода из жизни он был самым долгоправящим монархом в Европе. Река Рейн является естественной границей между Швейцарией и Лихтенштейном. Она протекает через обе эти страны и играет важную роль в определении географических границ. Следующий наш пункт — Фельдкирх. Этот город уже в Австрии. В Фельдкирхе покупаем билет на поезд, чтобы доехать до Куфштайна. В Куфштайне мы сегодня ночуем. Наконец-то я на месте, в Куфштейне. Сейчас пойду искать свою гостиницу. Вот наш номер в Куфштайне. Пойду прогуляюсь по ночному австрийскому городку Куфштайн. Нужно проверить, как обстоят дела с ночной жизнью в Австрии. Друзья, сегодня был интересный, насыщенный день. Мы посмотрели утренний Цюрих, поднялись в Альпы и пообедали в Лихтенштейне, познакомились с ночной жизнью в Куфштайне. Я думаю, план на сегодня выполнен, можно идти отдыхать. Встав утром пораньше, я отправился посмотреть местную достопримечательность – старинный замок. У меня есть несколько часов, пока не пришла пора выселяться из гостиницы. Поэтому надо их использовать с толком и познакомиться с Австрией. Куфштайн – исторический город в сердце австрийского региона Тироль. Окруженный величественными Альпами, город впечатляет своей богатой историей и удивительными природными пейзажами.
Первые упоминания о Куфштайне относятся к XII веку, когда здесь возникло небольшое поселение возле крепости. В последующие века город приобрел стратегическое значение как торговый центр на пути между Италией и остальной Европой. В XVII веке Куфштайн пережил разрушительный пожар, но был быстро восстановлен и в XVIII веке стал центром культурного развития, привлекая художников и музыкантов. На улице города оркестр играет марши. Отличная погода. Иногда играет классическая музыка. Просто не жизнь, а сказка. Да, десерты здесь очень вкусные. Во время Первой мировой войны город был стратегическим пунктом на фронте. И несмотря на сильные бомбардировки, его крепость осталась неприкосновенной. После войны Куфштайн пережил период восстановления и модернизации, превратившись в популярный туристический центр, привлекающий путешественников своим богатством и красотой. Это тот клуб, где мы вчера ознакомились с ночной жизнью города. Из местных достопримечательностей здесь основная — это замок, куда я сейчас и пойду. Входной билет стоит 14 евро. Можно идти пешком, точнее подниматься на гору, можно на фуникулере. Замок Куфштайн, утопающий в истории и легендах, представляет собой впечатляющий символ средневековой мощи и красоты. Возвышаясь на горе над городом, замок служил отправной точкой для баварского завоевания и христианизации региона Тироль с VI по VIII века. В течение веков замок пережил множество перемен, становясь свидетелем исторических бурь и политических изменений. Сегодня он является драгоценным наследием Тироля и служит площадкой для концертов, мероприятий и уютного ресторана, где можно насладиться аутентичными рыцарскими блюдами. Лезем на самый верх, на башню. Во времена Австрийской империи и Австро-Венгрии замок Куфштайн служил тюрьмой для многих заключенных. И отбывали наказания здесь особо опасные заключенные, в основном политические. Бывало, что они проводили здесь долгие годы, а то и десятилетия. Хочу заметить, что для тюрьмы здесь достаточно неплохой вид из окна. Замок Куфштайн окружен легендами и мистическими рассказами. Одна из легенд рассказывает о привидении рыцаря, который до сих пор является свидетелем прошлых времен. Многие посетители рассказывают о загадочных и о необъяснимых явлениях, происходящих внутри замка. Сейчас прогуляемся по лабиринту настоящего средневекового замка. Вперед на крепостные стены. Здесь рыцарский спортзал. Чувствуем себя рыцарем. Ну и куда же без сувениров? Магнитик, к примеру, здесь стоит 5,5 евро. Австрия — чудесная страна. Нам нужно двигаться дальше, в сторону Германии. Мы уже едем по территории Германии. На той стороне реки, там где гора, это еще Австрия. Опять попал на контролеров.
Познакомившись с ночной, дневной жизнью Куфштайна в Австрии, я отправился в сторону Германии, в Мюнхен. Ich finde es sehr spannend gemacht, das ja ganz gerne, weil die Leute ein bisschen nachdenken.